Друзья, всем привет! С вами канал Китай-Фак, и сегодня у нас очередной лазерный уровень из Китая. На этот раз модель Fireco F190R. Давайте вскроем и посмотрим поближе. Запаковано также все отлично. И вот в такой отдельной коробочке. Ничего не помято. Вот пришел в такой сумочке, характерной для Fireco. Сам уровень в комплекте и поворотное основание. С пузырьковым уровнем для предварительной установки. Ножки также выкручиваются. Ну, ход небольшой, но тем не менее можно что-то подправить. И здесь резьба 5/8 дюйма для крепления на штатив. Сверху же резьба 1/4 дюйма. Сама сумочка сшита, как всегда, очень аккуратно. Никаких претензий по качеству не возникает. Так, друзья, ну вот такой уровень, как вы уже поняли, строит горизонт 360 градусов. Здесь установлена конусная призма. И строит одну вертикаль. Здесь цилиндрическая призма. То есть таких приборов с такой оптической схемой довольно много. Стоит этот прибор на сегодняшний день в районе 5500 рублей. Если говорить об нивелирах, которые продаются у нас в России, с такими же характеристиками, с такой же точностью, с такой же оптической схемой, то подобные лазерные уровни у нас стоят от 8000 рублей и выше. Так, друзья, ну как видно, нивелир опять же собран очень качественно, но это уже в принципе привычно видеть от Fireco. Никаких изъянов, все зазоры ровные, все собрано очень четко. В основании прибора резьба 1/4 дюйма для крепления на штатив, либо штангу, либо на какое-то настенное крепление. Батарейный отсек на 4 батарейки сделан также очень аккуратно, плотно закрывается на такую защелку. Хочется обратить внимание, что клавиши переключения находятся не сверху прибора, а как бы сзади. То есть такое расположение имеет некое преимущество. Допустим, если вы устанавливаете прибор под самый потолок, и если кнопки находятся на верхней панели, то нажимать их не очень удобно. Здесь же, когда вы прижимаете к потолку нивелир, то кнопки у вас в свободном доступе. Это довольно удобно. Две клавиши, одна переключает режим работы с приемником, также имеет соответствующий индикатор, и другая клавиша переключает плоскости по отдельности. И сверху над ней индикатор разряда батарей. Трехпозиционный тумблер, включить, выключить, и посередине это режим работы с заблокированным компенсатором, то есть чтобы задавать линию под наклоном. Так, ну давайте вставим батарейки и посмотрим, на что он способен. При включении тумблера сразу загорается горизонт. Видно сразу, что линия очень тонкая и яркая. Как говорил ранее, эта кнопка переключает плоскости. При ее нажатии включается вертикаль и отключается горизонт. При следующем нажатии включается и горизонт, и вертикаль. Эта клавиша переводит в режим работы с приемником. При ее нажатии сразу загорается зеленый индикатор и линии начинают гореть чуть тусклее. Этот режим специально предназначен для работы с детектором, который покупается отдельно. Но опять же можно использовать некоторые способы работы нивелиром на улице, либо в сильно освещенных помещениях без приемника. Эти способы можете посмотреть в ранее снятых видео по ссылкам в верхнем углу. Серединное положение тумблера переводит прибор в режим работы с заблокированным компенсатором. Но линии здесь будут мигать с частотой где-то раз в 5 секунд. В принципе, это не мешает и на работе никак не сказывается. При превышении наклона 4 градуса нивелир будет издавать звуковой сигнал, а плоскости будут полностью отключаться. Также компенсатор устанавливается в районе 5 секунд после толчка либо включения. Не сказать, что очень быстро, но и не сказать, что очень медленно. Такой средний результат в принципе не критично. Вертикальная линия начинается практически от прибора. Здесь не достает где-то 1,5 см до самого корпуса. Так, ну давайте посмотрим толщину его луча на разных расстояниях, сравним ее с именитым геофенолом и посмотрим, насколько они будут отличаться. Так, друзья, ну вот на расстоянии 5 метров от стены видно, что по толщине лучи абсолютно не отличаются. У обоих нивелиров толщина луча чуть поменьше 2 мм. Причем надо заметить, что на горизонтали у Fireco стоит конусная призма, которая по определению дает чуть более толстый луч. Но тем не менее на 5 метрах они абсолютно неразличимы. Так, ну давайте посмотрим, что будет происходить на более большом расстоянии. На расстоянии 9 метров ситуация немного изменилась. Луч от Fireco стал, конечно, немного потусклее, чем у геофенола. Но надо заметить, что толщина у луча абсолютно такая же, как у геофенола. Всего в районе 2,5–3 мм. На самом деле для конусной призмы это очень крутой результат. В общем, друзья, очередной классный прибор, качественно сделанный, имеет хорошую оптическую схему, строит горизонт 360 градусов и вертикаль. Есть режим работы под наклоном и есть режим работы с приемником. В принципе, все необходимое в нем есть. То есть очередной профессиональный прибор за вменяемые деньги. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра, пока-пока.